Всем привет! И прежде чем начать игру «Последний герой», у меня два быстрых объявления. Первое. Я апнула свой комп, поэтому картинка теперь должна быть четче, не фризить и еще стать красивее, потому что я даже установила G-Shade. И дайте мне знать, если вы увидели разницу. И второе. Отборочные туры этой игры будут выходить сразу, как только они будут готовы. Графика какого-то нет, поэтому я буду размещать анонс на своей страничке YouTube. И чтобы не пропустить видео, и чтобы ваш любимый персонаж не вылетел из отбора, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. На этом все, давайте начинать отбор в «Последний герой». 2 дня назад по всем федеральным каналам СИМ мира было объявление для жителей в возрасте от 20 до 30 лет, что они должны прибыть на базу для прохождения отбора. Что это за отбор, никто не сказал, но было объявлено, что победитель будет участвовать в секретной государственной миссии и получит 500 тысяч симолеонов. И, как вы понимаете, услышав о такой сумме, все молодые жители собрались сегодня здесь, на этой базе. Всего прибыло 25 участников, и давайте с ними познакомимся. Конечно же, первая пятерка – это наши дети из предыдущего челленджа. Они все пришли сюда по разным соображениям, но в любом случае они все здесь. Дальше мы здесь знаем Стеллу, она нравится Джуну, если что. Рядом с ней ее сестра. И вот, по-моему, 2 блондиночки, они тоже сестры. Я не всех тут знаю, поэтому буду рассказывать только про тех, с кем общались наши дети. Дальше у нас здесь Оскар и Циска. Это дети Лины из первого моего сериала. И друзья Вивиан и Сэнди из второго сериала. Поэтому, кто пропустил, обязательно переходите и смотрите. Из следующей пятерки нам знаком только блондинчик. Это Любовь Сэнди. И в последней пятерке я вот знаю рыженькую девочку, она организовывала припати перед выпускным. И вот Дебора, она приходила к Остину. И сейчас им расскажут правила. Для участия в государственной миссии вам нужно пройти 5 испытаний, по результатам которых мы выберем победителей, самых сильных, стойких, умных и целеустремленных участников. Всего участвует 25 человек. После каждого испытания будут исключаться по 4 участника и останется 5 победителей, каждый из которых получит приз по 500 тысяч симолеонов и будет направлен в город Глазбот для прохождения государственной миссии. Подробнее о целях миссии мы расскажем победителям. Эта информация засекречена. Да начнется отбор. Желаю вам успехов! И первое испытание – это лабиринт. Участникам нужно будет пройти из одной комнаты во вторую комнату через лабиринт, соответственно. Первая комната – это комната, откуда все стартуют. В ней ничего нет, даже стульев. И обе двери в ней сейчас закрыты. Поэтому ребята пока тут просто общаются, знакомятся друг с другом и обсуждают, что это за задание может быть. Но о задании ребята знать не будут, о нем будем знать только мы. После того, как прозвучит сигнал начала конкурса, откроется дверь в лабиринт. И дальше все будет зависеть от них. Если у них хватит сил и храбрости преодолеть этот лабиринт, то они дойдут до другой двери, а за этой дверью их ожидает вторая комната со всеми удобствами. Входить и выходить из второй комнаты можно, но завершением отборочного тура станет, когда во второй комнате будет 21 участник. 4 оставшихся в лабиринте проиграют. Дополнительно в лабиринте я расставила лавочки отдохнуть и вот такие холодильнички с холодной водой, чтобы немножко запутать ребят и усложнить им прохождение лабиринта.
И давайте начинать. Сейчас я нажму на паузу и покажу вам, что у меня все двери закрыты. Вот они у меня закрыты. Во второй комнате я дверь открываю и дополнительно сейчас через командный центр я подниму всем потребности, чтобы все были в одинаковых условиях, так как если кто-то хочет в туалет, например, да, то шансов у него добежать до второй комнаты больше. И смотрим, я сейчас рандомно выбираю персонажей, и мы видим, что у всех одинаковый уровень потребностей. И сейчас я открываю дверь в первой комнате. Открыть. И наша игра начинается через 3, 2, 1. Старт! Так, смотрим. Сразу первой выходит девочка Дебора, подружка Остина. Следом наша Сэнди. Вивиан тоже вышла. И смотрите, почему-то Сэнди пошла в другую сторону. А остальные все пока не поняли, что нужно делать, и вот стоят тут, болтают, видимо, ждут, когда им объяснят правила игры, да, но игра уже началась. Народу у меня много, поэтому вот постоянно будет кто-то звонить, но я постараюсь либо быстро скидывать звонок, да, либо вообще не отвечать, чтобы нам эти звонки не мешали в прохождении отбора. И я так чувствую, что скоро у нас кто-то первый войдет во вторую комнату, и я уже готовлюсь встречать победителя. Первая девочка Дебора, вот она вышла первой, да, из комнаты и пришла первая. Так, Вивиан принесла за кем-то мусор, но она зашла. И я буду периодически ставить на паузу, чтобы смотреть за прогрессом. Так, вот на этом участке, как вы понимаете, это претенденты на победу. А наши тут есть? Так, вот это вот кто здесь? Так, это Стелла, это не наша девочка. Так, вот здесь. А здесь кто-то стоит, жалуется на погоду, видимо. О, а Джун и Стелла у нас здесь уже, смотрите-ка. И что мы видим? Мы видим, что многие решили даже не выходить из первой комнаты. И Остин в том числе. Действительно, он же у нас лежебока. Куда ему торопиться, да? И зачем? Главный вопрос. И Наоми тоже тут. Давайте тогда немножко понаблюдаем за ними. Так, отлично. Оба вышли. Меня это радует. Но, смотрите, они пошли в разные стороны. Наоми побежала налево, а Остин медленно пошел направо. Так, остальные у нас бегут. Давайте вернемся во вторую комнату. Ой, а народу-то здесь осталось мало. Видимо, те, кто зашел, они уже вышли. Выходить они, кстати, могут. Мы смотрим только на окончательный результат. О, 3 уже еще зашли в комнату. О, Сэнди и Джун зашли. Отлично, я рада, я за них болею. Так, девчонки, смотрите, молодцы. Они заняли места за шахматами, чтобы больше шансов было остаться, да? И давайте проверим Остина. Вот он вместе со Стеллой, они вот просто тут болтают около холодильника. Действительно, Остин у нас самый спокойный ребенок в нашей семье. Семья Аиши. Так, и у нас заходит Оскар. И мне нужно сейчас посчитать, так как тур заканчивается, когда за пределами второй комнаты останется 4 человека. Ребята, кстати, о правилах тура не знают, поэтому они вот спокойно выходят из второй комнаты, заходят, потому что не понимают, что происходит, но мы с вами знаем. Я хочу еще дополнительно рассказать, что если в туре проигрывает кто-то из наших детей, а вы за него очень болеете, то вы его можете спасти, дав ему иммунитет. Каким образом?
если под видео будет 2 голоса за проигравшего нашего ребенка, то он будет вами спасен, и он пройдет в следующий тур. То есть таким образом вы ему дадите иммунитет. И давайте продолжим наблюдать. Много у нас тут, кстати, бегает еще на улице. Так, сейчас я попытаюсь посчитать. Больше, да, чем 4? Больше. А вот и Остин подходит. Я думала, это все пройдет намного быстрее, кстати. Меня больше интересуют, конечно же, наши дети, поэтому мы больше наблюдаем за ними. Так, Остин, вот он я вижу. Вот я вижу Вивиан. Давайте к ним приблизимся. О, Остин зашел. Стелла тоже за ним следом зашла. И вон я вижу Вивиан на подходе. А, Вивиан тоже зашла. Зашла. И я поставлю на паузу, чтобы посмотреть, сколько участников осталось за пределами второй комнаты, потому что у нас должно остаться 4 человека. И у нас тут, так, 1, 2, 3, 4, вот 4 здесь. На улице уже темнеет, кстати, но это тоже часть испытания. 5-й мальчик Циска, 6, 7, получается 7 участников еще на улице, то есть у нас еще 3 места во второй комнате осталось, и давайте ждать, вот 3 участников, которые проходят во второй тур. Еще один зашел, осталось 2 места, если никто не выйдет, конечно. Так, еще одна девочка зашла, осталось 1 место. Все, Оскар был последний. И давайте с вами еще раз проверим, посчитаем, что здесь должен быть 21 участник. Так, я сейчас быстро посчитаю, чтобы все проверить. Да, здесь 21 участник, и у нас должно быть 4 проигравших в лабиринте. Смотрим. Это Дебора, подружка Остина. К сожалению, мы с ней прощаемся. Это еще вот одна девочка, я ее не знаю, но она тоже покидает отборочные соревнования после 1-го тура. Так, вот еще одна девочка. Она, смотрите, она совсем растерялась, она все еще стоит около 1-й комнаты. Видимо, у нее есть страх лабиринта, поэтому отбор она не прошла. И 4-й участник, это Циска. С Циска мы, получается, тоже прощаемся, но зато все наши детки прошли в следующий тур, никого спасать не надо, а пока я буду проигравших развозить обратно к их родителям, вы можете оставить мне комментарий, как вам моя идея, и, может быть, предложите варианты для следующего отборочного тура. А мы пошли готовиться. Я придумывать новые испытания, а ребята тренироваться, чтобы победить. Пока-пока!